Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами поработаем вот над таким красивым мотивом. В первых видеокадрах вы видели, я бы сказала, салфетку, да, но это может быть и скатерть, и салфетка, и это может быть и кофточка, и платье. Если мы продумаем правильное соединение, будет очень красиво смотреться. Если я буду говорить о пряже, то пряжа у меня все часто спрашивают, купленная в стоковом магазине. Это пряжа фирмы ДМС, известная французская, по-моему, фабрика, которая выпускает нитки для вышивки. Ну и вот есть вот такие вот моточки для вязания. Здесь в 20-граммовых моточках порядка 280 метров. Опознавательных знаков нет, но был один, но где-то затерялся. Из этой пряжи получаются очень красивые изделия именно вот такого плана. Буду вязать из нее, хотя нитка толстая, тонкая. Если я свяжу с другой нитки, будет очень толсто, смотреться не будет. Стараться буду вязать медленно, чтобы было все видно и понятно. Итак, давайте приступим. Мы начнем с вами с скользящей петельки. Мотив убираю, так как камера наводится на уже готовое изделие, а не на руки. И делаем с вами первый, выводим рабочий еще раз, обматываем вокруг пальчика ниточку, выкладываем ее, захватываю, придерживаю все хвостики и провязываю первую петлю. Вот у меня получается вот такая вот скользящая петелька. И в нее мы должны связать с вами 20 столбиков с одним накидом. Первые наши 3 воздушных петельки, накид, заходим под эту петельку и вяжем столбики. Это у нас будет второй столбик, вот так вот, третий. Вот это нам нужно для того, чтобы мы смогли с вами затянуть наше колечко и получить очень маленькое отверстие. Итак, продолжаем вязать столбики с одним накидом. Как я уже сказала, их у нас 20. 20 столбиков мы с вами связали. Я специально не затягивала. Сейчас вот смотрите, мы с вами затягиваем наше колечко для того, чтобы соединить. Видите? И у нас должна получиться маленькая внутри дырочка, или правильно сказать отверстие. Да? Когда мы с вами соединили, наше маленькое затянули ниточку, и теперь заходим в третью петельку подъема и связали соединительную петельку. Вот так. Мы получили с вами первый ряд. С этой точки я вяжу 1, 2, 3. Накид. Во второй столбик, вершинку заходим, вяжем столбик с одним накидом. Накид. Заходим в третий столбик и заходим в четвертый столбик. Подряд связали 4 столбика. Теперь 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Накид. Следующий столбик, прям сразу же мы заходим в него, столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Накид. Следующий столбик, не пропуская ничего. Первый столбик, второй, третий и четвертый. Три воздушных петельки, накид, в рядом стоящую столбик с одним накидом,
3 воздушных петельки, накид, следующий зашли столбик и подряд 4. Первый, второй. То есть, как вы видите, у нас с вами должно быть 4 таких набора и 4 таких столбика. Так, смотрим. Мы с вами прошли по кругу и получили уже вот такой как бы квадрат. Да? У нас получаются углы и 4 стороны. Последний вот столбик в последнюю петельку. Теперь 3 воздушных. Мы заходим в третью петельку подъема и вяжем соединительную. Вот так. Далее 1, 2, 3. Накид. Заходим во второй столбик, то есть мы должны с вами связать все 4 столбика. Второй, третий и четвертый. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Накид. Я захожу под арочку. Столбик с одним накидом. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Захожу под следующую арку. И теперь 3 воздушных. Накид. Заходим в первый из 4 и продолжаем все повторять. Обошли мы с вами по кругу, и вот что получается. Последние 3 воздушных мы заходим с вами в третий столбик, вернее в третью петлю первого столбика и связали соединительную. 3 воздушных. Накид. Второй столбик я захожу и не довязала его. И третий столбик тоже зашла, не довязала. Теперь соединила их 2 и соединила. То есть первые 2, вернее внутренние 2 столбика мы соединяем в одну вершину. И четвертый столбик просто столбик. Теперь 1, 2, 3. Накид. Я захожу под вот эту арочку и вяжу столбик с одним накидом. Далее 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я захожу под арочку. Вот арочка из 5 воздушных. Мы за ней под нее зашли, связали столбик без накида. Не получился. Сейчас. Вот так. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Под арку из 3 связали столбик с одним накидом. Вот так у нас будет выглядеть каждый угол. Теперь у нас идут 4 столбика. Мы уже с вами их вязали. 1, 2, 3. Накид. Я захожу в первый столбик. Просто столбик с одним накидом полностью. Второй и третий мы соединяем в одну вершину. Первый не довязали. Второй соединили. Я теперь делаю накид и захожу в последний столбик. Столбик с одним накидом. 3 воздушных. 1, 2, 3. Накид и первый столбик. Далее все с вами повторяем по кругу.
Обошла я все по кругу. И последняя у нас арочка из 3 воздушных, которую мы присоединяем к 3-й петельке подъема, то есть к первому столбику. У нас здесь с вами получается 3 вершины. Вот первая, вторая, третья. И вот эти 3 вершины, 3 как бы столбиков, мы должны соединить в одну точку. Я вяжу первые 3 воздушных, захожу в столбик, который был соединен 2 нижних, и как бы в 3-й столбик. Не довязали, да? И соединили вместе. Теперь 1, 2, 3 накид. Захожу под первую арку, вяжу столбик с одним накидом. Вот у нас столбики по 6. Арки 1, 2, 3 накид. Я захожу под эту арку, ближе к правой стороне. Можно отсчитать, наверное, вторую петлю, связать столбик. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я захожу опять под эту же арку. Вернее, даже я делаю накид, захожу под арку, вяжу недовязанный столбик с одним накидом. Опять делаю накид, захожу под следующую арочку, вяжу недовязанный столбик. И теперь соединяю это все вместе и закрепляю. Вот что у нас с вами получилось. Столбик, столбик. А здесь мы еще раз эту же арку соединяем между собой столбиком с одной вершиной. Одну арочку и вторую. Теперь 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я делаю накид и под эту же арку, видите, мы уже делали, под нее захожу, вяжу столбик с одним накидом. Вот так. 1, 2, 3 накид под арку ближе к нашим основным столбикам. Вот обратите внимание, что у нас с вами получается. 2 столбика, а эти мы соединяем в одну точку. Между ними по 8 воздушных. Теперь 1, 2, 3 накид. Захожу в первый столбик. Накид, захожу во второй столбик, накид и захожу в третий столбик, соединила, закрепила. И далее мы с вами все повторяем. Обошли мы с вами и этот ряд. И вот уже что получается. Уже и сейчас, да, красивый мотив. Теперь смотрим. У нас осталась последняя арка. Как мы ее вяжем? Я делаю одну воздушную петельку, накид и захожу в вершину нашего столбика и вяжу столбик с одним накидом. Вот так мы с вами как бы находимся под арочкой. 1, 2, 3. Это будет столбик. 1, 2, 3. Расстояние между столбиками. Накид. Заходим под арку. Столбик с накидом. 1, 2, 3. Накид. Под эту же арочку, под следующую, вернее, столбик с одним накидом. 1, 2, 3 накид.
Вот наша большая арка из 8, мы под нее тоже делаем столбик с одним накидом. Теперь 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид. Захожу под арку. Вяжу столбик недовязанный с одним накидом. Накид. Захожу под вторую арку. Второй столбик. Соединили. Закрепили. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид. Под эту же арочку. 1, 2, 3. Под следующую арку столбик. 1, 2, 3. Накид. Столбик. Мы дошли с вами до вот этого вот как бы цветка, да, и теперь 1, 2, 3 накид и переходим на следующий угол. То есть мы все с вами повторяем. Обошли мы с вами все по кругу. Теперь смотрим. Вот с точки, с которой мы с вами не выходили. 3 столбика вверх, да, и 3 между. Нам нужно сделать соединение вот в эту точку. Но нам нужно опять оказаться в центре арки. Поэтому я делаю одну воздушную петельку, накид, захожу в третью петельку подъема и вяжем столбик с одним накидом. Вот так. Видите? Мы с вами находимся под арочкой. И с нее опять-таки вяжем 3 воздушных, которые соответствуют столбику. Еще 3 воздушных, расстояние между столбиками, накид и под арку, первую идущую по ходу, столбик с одним накидом. 3 воздушных, накид, следующий столбик. 3 воздушных, накид, следующий столбик. Теперь 3 воздушных, накид. Вот наши 2 больших арки. Мы, как всегда, под нее делаем первый столбик. И теперь 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид. Захожу под эту арку. Вяжу полностью столбик. Накид, захожу под эту же арку. Вяжу недовязанный столбик первый. Захожу под вторую арку. Второй. Мы их с вами соединили. И под эту же арочку второй столбик. То есть в этом ряду мы вяжем по 2 столбика под арки большие. Видите? Теперь 12 воздушных петель. 12 петель есть. Накид. Мы заходим под эту же арку. Столбик с одним накидом. 3 воздушных, накид и столбик. То есть, как вы понимаете, мы с вами под каждую арочку вяжем столбик и вот в эту повторяем такой же набор. Завершили мы с вами и этот ряд. И у нас остался последний ряд, которым мы можем и соединяться. Давайте посмотрим. Последняя арка. Вот мы должны соединиться вот с этой точки. Мы опять вяжем с вами одну воздушную петельку, накид и столбик с одним накидом.
третью петлю подъема. Далее 1, 2, 3. Это будет столбик. 1, 2, 3. Расстояние между столбиками. Накид, захожу под арку. 1, 2, 3. Запомнили. 1, 2, 3. Я возвращаюсь в точку или в третью петельку подъема, вяжу, мы с вами связали пико. 1, 2, 3. Накид, заходим под арку, вяжем столбик с одним накидом. У нас с вами получилось не просто 3 воздушных, да, а вот такая вот как бы пико петелька. Теперь следующее 1, 2, 3. Накид, вяжем столбик. То есть мы с вами чередуем просто арочки и вот такую вот арку с пико. С помощью ее, вот видите, вот наши арки с пико. С помощью их мы можем и соединяться. Следующее. Опять у нас будет арочка с пико. 1, 2, 3. Запомнили третью. 1, 2, 3. Возвращаемся. Вяжем соединительную петельку. 1, 2, 3. Накид. И я вяжу под арку столбик с одним накидом. Вот так. И теперь мы должны перейти с вами на вот эту вот большие арки. Связали мы с вами столбик. Теперь я делаю накид и перехожу под вот эту большую арку. Под нее мы вяжем первые 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 столбиков связали. Теперь мы вяжем над 6-м столбиком пико из 3 воздушных. Так. И соединили. Накид. Под арку 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. Пико. Связали пико. Накид. Следующие 4 столбика. 1, 2, вот 3 и вот 4. Накид. Я перехожу в следующую арку. И в обратной последовательности мы с вами вяжем количество столбиков и над ними соответствующее пико. Четыре столбика, 1, 2, 3 мы с вами вяжем пико. Еще 4 столбика. Следующие 4 столбика связали, над ними пико, накид и 6 столбиков с одним накидом. Последние 6 столбиков мы с вами связали. Ну и теперь наша задача сделать соединение вернее, связать столбики по следующей стороне. Я сейчас делаю накид,
захожу в арку и вяжу столбик с одним накидом. Давайте посмотрим. Вот видите, мы с вами связали столбик с одним накидом. Теперь у нас над переходом на следующий у нас будет арочка с пико. Далее у нас будет арочка из 3, арочка с пико, арочка из 3 и с пико. То есть у нас 3 арки с пико и 2 арочки из 3. И переходим на этот угол. И так мы обвязываем с вами все по кругу. И дальше поговорим о соединении. Итак, давайте поговорим о том, как мы с вами соединяемся. Я уже начала соединение, и вот смотрите, первое соединение идет, скажем, с крайней пико. То есть, если мы будем соединять здесь, мы будем соединять вот с этим пико. Вот с этим. То есть, у нас внутреннее пико остается не задействованным в нашем соединении. Мы соединяемся вот с этими пико, которые вывязываем. С первым пико я уже соединилась. Теперь мы смотрим, как это происходит со следующим. То есть мы связали с вами столбик. Теперь я вяжу 3 воздушных, еще 2 воздушных, захожу в пико готового мотива, протягиваю петельку, делаю третью и здесь считаю 1, 2, 3, ищу третью петлю, связала соединительную, еще 3 воздушных, накид, и мы заходим под арку, вяжем столбик с одним накидом. Дальше мы помним, у нас идет просто 3 воздушных, накид и столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Выискиваем с вами пико, протягиваем с вами петельку, довязываем третью, ищем третью петлю на нашей цепочке, вяжем соединительную, добавляем еще 3 воздушных, накид и вяжем столбик. И теперь у нас остается соединиться вот с этим пико. Я делаю накид, перехожу под арку, вяжем 6 столбиков с одним накидом. 6 столбиков мы с вами связали. И теперь у нас идет пико. 1, 2. Заходим в готовое пико, протягиваем 3, завершаем, накид, и дальше мы обвязываем идет дальше обвязка. То есть, как вы понимаете, мы с вами соединяемся с 2 пико и с 3 пико на стороне. Вот в итоге, что у нас с вами получилось. Теперь хочу сказать по поводу вот этого хвостика. Мы его не обрезаем. Нам нужно его или иголкой, или крючком аккуратно спрятать в само вязание, потому что если мы его обрежем, все у нас распустится. Вот так вот. Ну, это нужно делать более плотнее. Я показала вам принцип. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам творческих успехов и до скорых встреч!